Привет. Привет. Ну что, привет. Да, давно мы не виделись. Даже забыли, как друг друга зовут практически. Сложно забыть, как нас зовут, если честно. И, наверное, мы поэтому вместе собрались. Да, самое простое, самое популярное в мире имя. Судя по всему, да, все время очень много вокруг. Сейчас, кстати, смотрю сериал «Изобретая Анну». Вы не смотрели? Смотрела, да. Я начала, но он мне показался достаточно занудным, если Он, честно. конечно, на мой взгляд, такой немножечко плосковатый, но, с другой стороны, меня не покидает мысль и ощущение, как она всех могла развести просто на Манхэттене. Если это действительно хотя бы, я не знаю, на 60-70% правда, Можно найти статью на Нью-Йоркере и почитать. Да, то она просто супер крутейший психолог, манипулятор, человек, который понимает, как играть с мотивацией, как вообще, ну, в общем, идеальный манипулятор. И я не могу сказать, что я хотела бы быть такой, но я поняла, что, конечно, для того, чтобы делать большой бизнес, вот этими вещами надо уметь обладать. Может быть, не настолько в ситуации, что ты там прям мошенница и разводишь всех, но как бы блефовать, создавать видимость, поднимать рейтинги и так далее, кажется, это необходимое умение и знание. Это же история про fake it till you make it. И есть же фраза такая, что если ты хочешь быть настоящим мошенником, то ты действительно должен верить в свое мошенничество, ты должен верить в то, о чем ты врешь, это истинная правда. Только так ты сможешь продать это людям, чтобы они, тоже тебе поверили. И я думаю, что она во многих смыслах верила в то, что она делает. Хорошо начали, да, я считаю? Я слушаю, и мне кажется, вот как раз сейчас время поменялось, и вот та ситуация, в которой мы сейчас живем, она показывает необходимость делать что-то настоящее. Не знаю. То есть вот... Быть, а не казаться. Да. Вот по ощущениям для меня происходят какие-то трансформирующие процессы, которые как раз говорят об обратном. Здорово верить в то, что ты делаешь, гореть с тем, что ты хочешь создать какую-то идею, нести за собой. Но при этом, если за этим нет твоих действий, если за этим нет настоящего, то оно просто это временное. И здесь вопрос, что такое настоящее. Это раз. А во-вторых, если посмотреть сериал, она там до хрена всего делает. И делает достаточно, круто. Смотря что понимать под деятельностью. Если это не вспахивать поле, если вот это только материальная деятельность, или там она создавала идеи, она убеждала людей в том, что эта идея нужна, правильно мэчила людей и с этим всем работала, и в целом, просто чтобы ты понимала, я ее не выгораживаю, но это вопрос, мне наоборот показалось о том, что есть настоящее, сейчас еще больше разъезжается представление об этом настоящем, но только если мы действительно не переходим в область материальных вещей, то есть ты там делаешь телефон, сумку, там еще что-то. Если это какие-то концептуальные вещи, не знаю, галерея, искусство, креатив какой-то и так далее, то там как будто бы еще больше это отъезжает. То есть там, например, NFT. Это вот я об этом думаю, да. Мне очень сложно дается все абстрактное. Я прям даже помню в университетах, когда ты начинаешь говорить о каких-то абстрактных идеях, на которые ты не можешь... В математике, помните, был переход? Сначала ты считаешь, и тебе все понятно. Ты можешь переложить это на пальцы, на крупинки, на какие-то насчеты, и ты увидишь, как это работает. А потом начинается X, Y, Z, и ты такой, что это? Вы можете мне объяснить? Но это какая-то неопределенная. И вот эта любая... Мне, например, очень тяжело дается понимание всего абстрактного, неопределенного, области идей. Наверное, потому что мне это дико, поэтому мне хочется чего-то в мире, в котором и так дофига неопределенности, где не на что опереться, хочется чего-то понятного. Вот если работать, то производить чашку. Вот ты сделал чашку, ты молодец. Ты полезную вещь сделал, очевидно. Производить идеи, когда все такое нестабильное, мне кажется внутренне таким. Но я не могу на это опереться. Слушай, это интересно, потому что, мне кажется, тут вообще, что мы можем производить, как мы мыслим и на что обращаем внимание, это вообще не умозрительная вещь, это какой-то внутренний, вопрос-ответ на какой-то главный вопрос Вселенной в нас. И ты просто либо так мыслишь, потому что, то есть, условно, ты говоришь, мне вот сейчас надо опереться вот за это. А мне, например, за последние несколько месяцев я поняла, что мне очень хочется опираться на светлое будущее. На некую идею, которая меня будет манком тащить вперед, и я буду частью этого изменения. С одной стороны, я понимаю, о чем ты говоришь, что тоже хочется иногда заземлиться, что-нибудь потрогать, деревья пообнимать, реку потрогать, песочек пощипать, все это так, то есть что ты до сих пор в этом мире. В контакте с реальностью. Да, что это неизменно, что это пока никуда не уплыло, не поменяло свою суть, вот это все, то есть это важно. Возможно, из-за того, что я говорю, сейчас начала немножко смотреть во всякие веб-3.0, вот в эту DAO-историю. Возможно, из-за этого у меня переключение происходит на некую перспективу, в которой мы можем оказаться через какое-то время. Возможно, из-за этого область размышлений и концепций во мне близка, и одновременно с этим я поняла, например, что за последнее время
бессознательно даже, я бы сказала, что я тяготела к тому, чтобы расширяться с точки зрения вот тут попробовать, там попробовать, здесь попробовать вот это все. Сейчас у меня есть желание собраться. Возможно, это тоже то, о чем ты говоришь, когда у тебя повыкидывали все опоры. Ну, не все, окей, много опор у меня сейчас исчезли, на которые я привыкла опираться. Мне кажется, что то, о чем ты говоришь, понятно, что NFT не очень понятная для нас штука, но она очень условно абстрактная, потому что на самом деле это, по сути, такой же набор там материала некого, только в случае NFT это... Оцифровано. Цифры 0101, и чашка — это там керамика или стекло или что-то. Мне кажется, что здесь очень большой вопрос целеполагания. Типа, ты делаешь чашку для того, чтобы пить. Ты делаешь NFT, для чего ты это делаешь? Это очень сильно связано с тем, что в целом современный мир построен на вот этом эффекте клауд, или хайпа, и все идут за условным влиянием. А та жизнь, которую мы сейчас уже живем в текущем контексте, мне очень понравилась. В марте месяце, в начале текущих событий, вышла на «Новой газете», когда она еще была открыта, статья, одна из осмыслений происходящего, и мне очень понравилась там цитата, которая звучит так. Сейчас пришли времена, когда людям придется отвечать на жизненные вопросы до боли всерьез. И я в этом смысле, связывая это с нашей темой про NFT, осознала, что в силу того, что раньше были действительно очень понятные точки опоры и ориентиры, можно было не задаваться понятными целями, можно было быть в потоке, можно было быть в поиске чего-то очень абстрактного, типа счастья, любви, счастливой какой-то жизни, не объясняя себе, что для тебя на самом деле представляет эта счастливая жизнь, счастье, любовь и все остальное. А сейчас, когда ты столкнулся с ужасом и, более того, какими-то реальными бытовыми ограничениями, отсутствием денег, отсутствием работы, и вот эти жизненные вопросы и цели, которые ты себе ставишь, они стали ультраострыми. И поэтому, когда ты сталкиваешься с такими вещами, у которых нету цели, они тебе, конечно, кажутся бессмысленными. Хотя, на самом деле, мне кажется, что у очень многих вещей, они не абстрактны, у них просто цели нету никакой. А нам сейчас очень нужна цель. Про NFT это же искусство, если я правильно понимаю. Искусство есть цель. Я просто не хочу, чтобы наш диалог превратился в разговор про NFT, Web 3.0 и вот это все. Хотя это, конечно, классная история, она такая утопическая во многом история про все эти децентрализованные автоматизированные системы. И она вообще базировалась на крипте, на, по сути, финансовом инструменте. Сейчас как-то так получилось, что последние полгода, совпадение не думаю, но, в общем, год-полгода, из-за того, что мир, в принципе, вступил в ситуацию постоянного такого изменения, хаоса и так далее, со всех сторон слышится про то, что система ломается, не выдерживает нагрузки, что система стала настолько сложной, что она начинает сама себя уже где-то противоречить и уничтожать. По этой причине, как, наверное, реакция во многом на это, на то, что там государство не справляется со своими задачами, на то, что некоторые правила игры устарели, начала появляться история с децентрализированными, автоматизированными системами не просто как финансовым инструментом, а как условно метагосударства, другие социумы, системы, которые позволяют тебе создавать какое-то сообщество, продукт совместными усилиями, то есть условно понятие корпорации, как распределялись доходы, социальная и финансовая справедливость вообще в мире трещит по швам, и появляются новые формы взаимодействия. И условно этот переход возможен стал благодаря тому, что появилась определенная технология, как смарт-контракты, позволяющие тебе создать условия оплаты труда внутри большой организации, состоящей из кучи контрибьюторов, таким образом, чтобы не умереть под ворохом бумаг, договоров и всего остального, и чтобы эта штука не могла манипулироваться ухудшением отношений, например, в команде и так далее. То есть у тебя есть смарт-контракт, это технологический инструмент, который будет выполнен при любом раскладе, как только закончится какая-то деятельность, То есть у тебя она не может быть пересмотрена, человека не могут кинуть и так далее. То есть это штука, которая вроде как про бабки, по факту она про ответственность создает про ответственность и доверие внутри коллектива, которые мешают коллаборациям, мешают тому, чтобы люди открыто вкладывались в какую-то идею, которая им очень интересна и нравится. Это очень прикольно. Я, честно говоря, до того, как ты сейчас объяснила, не знала, что такое смарт-контракты, но у меня это очень сметчилось с тем, я ходила на стрелку, на подготовительный к вступлению на их программу магистратуры с Бенджамин Браттон. И у него есть вот эта большая книжка «Терраформинг» про урбанистику будущего, как в будущем города должны работать. И они на стрелке там очень много лет уже это преподают. И один из тезисов этого терраформинга то, что в целом система принятия решений во власти отчасти должна быть отдана алгоритмам.
И получается, что это вот как раз тот самый алгоритм, который может быть гораздо более надежным, чем любой человек со своими личными амбициями, эго и прочими загонами. Тоже, когда услышала про эту историю, я задаю преподавателю вопрос, я говорю: братан, но получается же, что это... Ну, не братан, конечно. Было бы интересно это увидеть. Аня Браевич и иерархия. Очень красивый был чувак, я потом с ним на свидание сходила, просто офигенно было. Слава богу, он по-русски не понимает, не сможет оспорить. Да, не, он не русский. Не с Бенджамином братом, его звали Николай, он был из Болгарии, ультра красивый чел и очень умный. Николай, найди нас. Чтобы понять, что поздно ты упустила свой шанс. Я его спрашиваю, как же так? Получается же, что это все равно некая форма элитизма, потому что кто-то программирует эти алгоритмы. И он мне говорит, что да, действительно, кто-то программирует эти алгоритмы, но смысл в том, что технология должна, собирая там бигдата и прочую тему, как бы делать среднюю температуру по больничке, грубо говоря, и быть калькой того, отношений, того, что сейчас происходит в обществе, и именно алгоритмично принимать решения в зависимости от того, что эта самая технология наблюдает там, да, в бигдате вокруг себя. И таким образом, когда мы выстраиваем систему принятия решений технологичную, да, и отдаем на откуп какие-то базовые вещи именно алгоритмам в управлении обществом, мы можем заниматься более большими вопросами, такими как климатический кризис, капитализм и прочее. А все как бы вопросы демократии, грубо говоря, более бытовые, должны решать за нас алгоритмы. Попахивает паршивой антиутопией. Я, видимо, перечитала «Золотой век фантастики». Кажется, когда ты отдаешь алгоритмам на откуп принятия решений, ты автоматом ставишь под сомнение человечность. Мне кажется, это про большие системы, про сдержки, противовесы, про то, что каждый отдельный человек может быть прекрасен, но когда он сбивается в толпу и управляется кем-то благодаря чьей-то потребности во власти и в манипуляции и так далее, это становится... То есть, короче, в системе можно сделать так, чтобы наши качества лучшие как бы усилялись, а можно сделать так, что все, что у нас есть слабое, в присутствии толпы тоже усиливалось. Мне кажется, что изучая, опять же, историю с DAO, сейчас очень многие люди говорят о том, что с алгоритмами не выйдет, потому что вот там антиутопия. Люди не вытягивают вообще понятие контрибьюторства, потому что оно, по сути, очень близко к предпринимательскому мышлению, что у тебя нет человека, который ставит тебе задачу, и ты там, например, исполнитель. Все акторы. И, в общем, изучая вот эту всю ситуацию, я понимаю, что мы, конечно, на данном этапе развития человечества не сможем взять вот так вот, типа, переключиться и начать делать все вот, типа, в рамках вот этого новой будущей стратегии. Нам для этого надо еще несколько шагов, может быть, не несколько, а десятков или тысяч шагов пройти всем вместе с теми, кто чуть-чуть впереди и кто может с собой подтаскивать людей вот в эту новую систему. Когда мышление определяется языком, и мы очень часто, так как язык все равно достаточно как бы ограниченная конструкция, употребляем одни и те же слова, наполняя их очень разными смыслами. И поэтому, условно, там, говорить про бирюзу, про DAO, про вообще вот все, что горизонтальные системы и так далее, очень многие люди реально думают, что они в состоянии это делать, потому что они вдохновлены, например, этой историей. Но от того, что ты этим вдохновился, это вообще не значит, что ты это ввел в свою практику. Более того, люди, которые занимаются развитием взрослых, говорят о том, что сначала у тебя формируется концепция, и язык потихонечку начинает подтягиваться, а только потом уже действие. То есть разница между понятой концепцией и тем, что ты начинаешь этим оперировать, может доходить на несколько лет. То есть, условно, многие люди говорят: «Я отдаю» или «Я за горизонтальные отношения», и при этом быть абсолютно авторитарным человеком, который не терпит никаких других точек зрения. При этом ты никогда не докажешь этому человеку, что на самом деле он ни хрена вообще не исповедует то, что проповедует. Но мне почему-то очень вдохновляет эта история, потому что она как будто бы такая точка, ну, может быть, это мое это видение, что я вот все татуировки так ставлю для того, чтобы дойти до этой точки, чтобы развиваться в ту сторону. Вот это как бы точка, размышляя о которой, в попытке которой двигаться, хочется двигаться, и люди начинают про это думать, двигаться, тестить и так далее, это все равно изменит какое-то количество людей. И как есть там какая-то, по-моему, у Майка Тайсона фраза, что если даже ты не дойдешь до звезд, ты все равно прыгнешь так высоко, что ты сможешь что-то там хватануть. Расскажи про свою точку. Из-за того, что я переехала в марте месяце в Ереван, это не последняя точка, и какое-то вот у меня было решение о том, что я очень давно хотела
путешествовать, пожить в разных других местах. Для меня это способ познания себя и познания мира. Банальщина, конечно, но, в общем, я как-то давно поглядывала в эту сторону, но как-то все время то у тебя дел на год вперед, там куча обязательств, то как бы страшно, но и сейчас, в принципе, страшно, как бы менее страшно не стало. Как будто бы, когда в марте месяце у меня обрубились полностью вообще все проекты в России, в Москве, и стало понятно, что нужно начинать с нуля в любом месте, я подумала о том, что я как будто бы в данной ситуации имею возможность и привилегию попробовать где-то в другом месте это сделать, потому что это будет супер интересно, страшно, безусловно, но вот я поняла такую опору в себе, что я давно хотела, и если это не сделать, ну, то есть или нужно признаться себе, что ты не сделаешь этого никогда, что это была красивая, удобная мечта, что когда-нибудь я поеду, там что-нибудь попробую новое. Я вот это люби. всё. Да, либо ты все-таки это сделаешь. И, соответственно, я осознала в марте, что другой такой возможности, когда у тебя просто вдруг перестала существовать вся твоя прошлая жизнь, она перестала эффектить на твои принятия решений там, и так далее, да, то есть у тебя нет никаких обязательств перед людьми, ты не несешь ответственность ни за каких своих сотрудников, ты ничего не закоммитился нигде, ты никого вообще абсолютно не подставляешь своим решением. Я поняла, что мне каким-то образом вот в качестве опоры я выбрала того человека, который может сделать этот шаг вперед, как бы мне было страшно. Не знаю, понятно ли я говорю или нет. А кто этот человек? Я в себе. То есть, условно, одна как бы моя субличность считает, что можно справиться со всем и вообще глобально не рассуждает с позиции достижения успеха, а скорее с позиции проживания такого максимально широкого, разнообразного опыта в жизни, потому что, по сути, что мы унесем в могилу? Ничего не унесем в могилу, кроме того, как мы проживем эту жизнь. А вторая часть меня, ну, у меня их там много, но, условно, спор происходит между двумя в основном. Одна хочет, типа, приключений и считает, что все по плечу, вторая сытся и говорит, куда ты прешь, у тебя все здесь, как бы все важное здесь. То есть мне сейчас проще или лучше опираться вот на эту первую часть, которая такая борзая и говорит, да справимся со всем, у тебя голова на плечах есть, прорвемся. И как будто бы я понимаю, что в этот страх надо хреначить сейчас, идти в него, потому что он меня в итоге вырастет. Вот то, что ты сказала недавно, что в «Новой газете» сказали, что нам сейчас приходится принимать сложные решения и взрослеть, в некотором смысле принудительно. Я сейчас слышу это отовсюду, от многих людей. Я сама пишу дневник у себя на Фейсбуке, его как бы в Телеграме публикую, и я сама писала о том, что как будто бы взросление наконец-то и меня догнало и заставило принимать решения, что ты как бы откладывал в долгий ящик кучу вопросов, которые, ну, типа там потом разберусь, а потом раз, и уже эта кладовка не выдерживает, и тебе все нахрен на голову упало, и ты такой стоишь и понимаешь, что двинуться с места, пока ты не уберешь вот эту всю территорию, не разберешься, не разложишь по полочкам, невозможно. Но я хотела у тебя спросить, в чем выражается это взросление? Вот эти проблемы, то, что упали, тебе необходимо их разбирать, или в чем? Я, честно говоря, наверное, не смогу это объяснить какими-то прямо вот там, типа, делала так, стало так, вот этого всего, скорее это ощущение. И вот в некотором смысле для меня этап мой 10-летний, вот как бы, который сейчас, по сути, завершился, он заключался в том, что я вот жила вот в этой культурно-социальной, классной, креативной прослойке, и это был такой какой-то вот есть Москва, а рядом с ней на веревочке такой вот как бы розовый воздушный такой, шарик. Да, или воздушный шарик, или розовый такой как бы остров привязанный, который вроде тоже типа Москва, но на самом деле это какая-то идеальная Москва, идеальные люди, победа добра над злом, всяческие разные классные концепции, то есть вот ты живешь и ты в это веришь, как бы, и ты как будто немножко в параллельной вселенной от всего того, что происходит вокруг. И как будто бы веревочку отрезали, и ты упал на попу, как бы ты упал в реальность. А реальность очень разнообразная, она не описывается очень простыми предложениями, в ней очень много оттенков и очень много акторов с разными точками зрения. И как будто бы вот это вот все осознание непостижимости, на самом деле, во многом мира, оно на меня упало, и я пытаюсь собрать по кусочкам свое представление о том, в каком мире я живу, что есть в этом мире я, как себя соотнести вообще на этой карте, и где у меня тут свобода воли, а где нужно осознать, что ты ничем не управляешь или ты чем-то управляешь. Была очень понятная, четкая картинка, кто я в этом месте, что я делаю, какие у меня планы и так далее и тому подобное. А сейчас это все рассыпалось, и я это заново собираю. Свое место в этой вселенной. Но ты собираешь, учитывая новые знания о том, что в мире вообще-то умирают люди, дети,
Для меня просто оказалось это, я слышу пересекающиеся штуки, что как-то пришлось собирать свой мир, где идет война, где умирают дети, где есть люди, которые не разделяют твою точку зрения, и вы вообще понятие о добре даже с самыми близкими людьми может отличаться. То есть как-то приходится собирать эту картину мира с теми обстоятельствами, которые полгода назад мне показались бы просто смешными. Ну, о том, что, камон, ребята, мы живем в 21 веке. Всемирный передел, мировая война, да о чем? У нас же есть атомные бомбы. Никогда такого не будет. Мне кажется, что сейчас вот случился какой-то вопрос такой. В этом большом вопросе очень много разных других вопросов. И выяснилось, что даже люди... То есть ты мог раньше своих чужих определить по одежде, по, не знаю, аксессуарам, по местам, в которые они ходят. То есть ты мог как-то это... Я не буду за всех говорить. Мне было ощущение, что мы все начнем приблизительно одинаково себя вести к реакции на события, которые случились. Потом я поняла, что, несмотря на всю эту внешнюю как бы начинку, мы все пирожки с очень разной начинкой. И это не видно. То есть снаружи ты весь такой розовый румяный пирожок. Вообще это абсолютно ни о чем не говорит, как выяснилось. Я, конечно, понимала, что у всех очень разные ценности, мышление, но почему-то в моменты какие-то кажется, что у нас, раз мы вместе находим общий язык, мы делаем какие-то общие вещи, мы одинаково эстетически оцениваем мир, любим какие-то одни и те же вещи, то это значит, что у нас и по всем вопросам могут совпасть, по каким-то ключевым вопросам, я бы даже сказала, ключевые вопросы, типа вот 42, знаете, как бы вечный ответ на вопрос. То есть, что у нас у всех этот 42 ответ на одни и те же вопросы. А выяснилось, что у кого-то 45, а у кого-то 17 ответ на этот вопрос. Я слушала вас и думала, какой же мой путь через это все. И я понимаю, что мой путь к некой независимости, потому что я, все там свое сознательное уже время, которое я проживаю как условно взрослый человек, который работает, там, зарабатывает деньги, где-то тусуется, что-то делает, что-то создает, я проводила плюс-минус, как и ты, в неком комьюнити. И я понимала, что это комьюнити — это глобально моя опора, которая всегда меня прикормит, если что, там, даст мне работу, я с ним пойду потусуюсь, и все как бы, и моя жизнь, она как бы обустроена тем лайфстайлом, который мы все вместе задаем. И в момент как бы разрушения всего оказалось, что это комьюнити, она на самом деле тоже нифига не устойчива. Да, есть как бы избранные люди, на которых ты всегда опираешься, естественно, это твои там близкие друзья, люди, любовники и так далее, но... Повезло. Да, я тоже подумала. Может опираться на любовников, да? Любовники. Свободное поколение. Это шутка. Это шутка, нет любовников. Две замужние как бы женщины загрустили перед микрофоном. У меня тоже парень один. Нет, это все, это любовников? Образ речи. Любовников нету. Вот, а комьюнити оказалось вообще неустойчивой, и я поняла, что больше всего мне сейчас хочется найти свой путь самостоятельный, там, где моя работа не зависит от этого комьюнити, где мой доход не зависит от этого комьюнити, от того, там, какое количество людей может мне сколько проектов дать, где мой круг общения, на самом деле, тоже не зависит глобально от того комьюнити. Вообще, сам факт некой независимости, потому что вот этот бабл, в котором мы жили, все были очень связаны друг с другом, все друг с другом коллабятся, типа кто-то для кого-то что-то делает, и мы все как бы вот это такой муравейник, в котором все вместе его строят. А когда муравейник раздолбили палкой, и все разбежались в разные стороны, ты остался один как бы на обломках этого муравейника. Слава богу, если у тебя есть несколько человек, с которыми ты можешь объединиться, которые тебе помогут. Но глобально это комьюнити, это тоже как бы пузырь был. И клево иметь возможность и как бы быть настолько скилловым, прокачанным, ресурсным и смышленым, чтобы твой лайфстайл не зависел от того, есть это комьюнити или нет это комьюнити. Потому что люди, которые остались без работы, потому что закрылись бренды там или заведения или что-то, и они не смогли ничего себе нарулить за это время, вот эта зависимость как бы на просто образ жизни, который задает Москва, это очень наивно. Потому что когда случаются такие вещи, гораздо более глобальные и масштабные, ты ничего не можешь с этим сделать. Слушай, мне кажется, что от такой штуки не застрахован ровным счетом никто в любом месте. Именно, я об этом говорю. И оказалось, что это
тоже неустойчиво. Устойчив единственный только сам ты. И поэтому вот этот вопрос независимости и вот этого пути типа к себе, там, да, что ты на самом деле являешься только сам своей опорой, и ты должен быть себе опорой в любых условиях, в комьюнити, без комьюнити, в одной стране, в другой стране, где угодно быть в состоянии нарулить себе жизнь, создать себе условия для жизни, не завися от всех остальных, в мире, где все ультра связано друг с другом, глобализация и все, как бы, которая нас привела к ультратесным взаимосвязям, слабо дифференцированным. Мне кажется, это что-то новое, что вскрывается сейчас, но опять же, это просто вот момент, который я сейчас сформулировала. До того, как вы об этом начали говорить, я не думала об вот этом феномене независимости. Для меня лично это вопрос последних месяцев размышлений на эту тему. Возможно, я неправильно тебя поняла. У меня возникло ощущение, что ты говоришь скорее про скиллы и про профессионализм, что нужно быть настолько супер крутым с профессионалом, нужным новому времени там и так далее. А у меня про это немножко по-другому мысль идет, что я согласна, что опираться можно только на себя, но опираться скорее, к сожалению, нельзя больше жить, не осознавая, что за ценности ты исповедуешь, за чью команду ты играешь, на какой стороне находишься. Не в смысле, опять же, разделения сторон, а имеется в виду... Вот я, например, для себя поняла, что у меня прям высветилось за это время, что я хочу быть на территории развития людей, помощи им делать сильных сильнее, делать бизнес человечнее, людей человечными. Вот эта вот история. Она мне прям все. Я перестала сомневаться, чем я хочу заниматься условно. Потому что у меня немножко, наверное, другая ситуация. Ну, то есть, условно, я уехала в Ереван, я планирую уехать куда-то дальше, но я думаю, окей, моя деятельность до этого была связана с улучшением города Москвы, улучшением жизни людей здесь. Работала над тем, чтобы Москва становилась мега крутым городом с классными, там, я не знаю, сервисами, ужинами, парками Горького, Даниловскими рынками там, и так далее. То есть я себя ассоциировала с этим. Теперь я понимаю, что я могу быть в очень разных местах оказаться, и поэтому моя деятельность должна быть связана с какой-то идеей, которую ты толкаешь там условно в мир, потому что она будет меня, где бы я ни находилась, для меня будет четко понятно. Я здесь, какую задачу я могу здесь порешать в этой вот конкретно воронке. Как здесь я могу это реализовать. Угу. То есть раньше это была привязка к одному городу, а сейчас это как будто бы ты переключаешься на одном и том же тюбе. Как бы, да? То есть у тебя воронка, в которой ты двигаешься вне зависимости от точки, в которой находишься. И сейчас как будто бы, когда вообще нет правых, виноватых, единой правильной точки зрения, ты не можешь опираться на свое сообщество, потому что оно тоже имеет свои какие-то штуки, разлетается в разные стороны, даже друзья имеют разные точки зрения и так далее. И в этой ситуации единственное, на что ты можешь опираться, чтобы не сойти с ума еще бесконечно, у тебя вокруг все время все меняется, и ты не можешь вместе с этим менять свою позицию. Единственная возможность осознать смысл и ценности самого себя, и себя вот, и вот этот свет внутри условно все время как бы поддерживать. Я не знаю, как по-другому объяснить, потому что вот эта сонастройка со своими ценностями и смыслом, это единственное, что позволяет тебе в этом тайфуне выжить, потому что ты тогда будешь находиться внутри этого тайфуна, а там самая безопасная точка. На самом деле я слышу общую линию большую, которая называется «Потеря точек опоры». Причем забавно, что вы каждая рассказываете про точку опоры какую-то очень важную для себя, которая сломалась. Они похожи между собой, но они все равно чуть-чуть разные. Для тебя это культурно-социальные аспекты жизненные, в которых ты жила, когда ты рассказывала про этот розовый бабл, который висит над Москвой, вот этот ходила в театр. У тебя это больше про комьюнити, про связи между людьми, с которыми вы делаете. Мой этап взросления был, я потеряла невинность в отношениях со своей семьей. В какой-то момент я осознала, что раньше в моем мире были взрослые, которые точно знают, что нужно делать, которые разбираются во всех вопросах. Они очень начитаны, они умны, они разбираются в политике, они знают, что такое Дума, выборы, они принимают эти большие решения, а я могу их не принимать, но потому что я ребенок, вот они взрослые. И вдруг я поняла, что они ни херашеньки не правы в моей системе координат. Вы понимаете, я говорю со стороны обиженного ребенка, который вдруг совершенно с ними не сошелся во мнении. И у меня была точка воззревания, в которой я разрешала себе иметь другую точку зрения, в которой я сказала, что мои родители могут не обладать авторитетом для меня в этой области. Ну, то есть для меня разрушилась эта точка опоры, что вот есть какие-то взрослые, а оказалось, что взрослые теперь это я. Я почувствовала, что как будто бы этот мир на самом деле мой, я в нем живу. Я не несу
вину, я несу ответственность за то, что будет завтра. То есть мне пришлось пересмотреть вопросы относительно того, за что я могу отвечать вообще в этом мире. А должна ли я быть погружена в политику? Раньше мне казалось, что я не должна этого делать. А сейчас, например, я так не считаю. Я считаю, что чем больше политические... Причем это может быть начиная с малых вещей, начиная с твоего района. Кто у тебя вообще? Кто участковый на твоем районе? Начиная с каких-то таких простых вещей, заканчивая, а кто там, я не знаю, представляет, какие есть партии, например. Я сидела часами, мониторила Мосгордума, состав партии, социал-либерал. Я вообще этих слов до этого не знала. Но мне захотелось это узнать, потому что мне показалось, что наша ответственность в том, чтобы разбираться в этом. Вот, взрослый человек должен в этом разбираться, должен, потому что мы отвечаем за то место, в котором мы живем. Вспомнила момент, не помню, кто мне об этом рассказал, что отличие ментальности русского человека и европейского человека в том, что у русского человека уют заканчивается внутри квартиры, а у европейского уют в том числе должен быть и за пределами его квартиры. И какой-то быт, обустроенность, благополучие должны быть за пределами его квартиры, и они готовы вкладывать и тратить время своей жизни, ресурс на то, чтобы в городе было чистенько, были парки, была удобная инфраструктура, классно это все управлялось, это все комфортно и красиво выглядело. Как будто мы до этого не высовывали нос вообще за пределы своей квартиры. Я в парке подошла к полицейскому, попросила его бычок кинуть в мусорку. Вы не представляете, просто для меня это был какой-то апофеоз вообще. Это было в марте месяце. Я с коляской иду, он курит, злая. Хожу по плечу, ему говорю, пожалуйста. Я знаю, что ты смотришь на меня, что ты всегда такой была, Бичевская Аня, потому что вот для меня она как раз пример неравнодушия. Человек, который всегда, в принципе, участвовал в каких-то, хорошо, не политических, но социальных процессах точно, и никогда не пропускал мимо себя или несправедливость, или еще что-то. А я никогда не лезла к другим людям. А сейчас мне кажется, что, например, если в социуме не будет принято бить детей, ну вот я видела на выходных на фестивале, как мама бьет своего сына, и я не понимала, что мне делать. Мне было настолько страшно, я не понимаю, почему не подходят люди, не говорят, хорошо, не агрессируют, но они подойдут просто, у вас все хорошо. Не подойдут к маме, не скажут, вы переживаете, давайте я вам воды перенесу. Почему? Мне так хочется, я совершенно пока не понимаю, вот, что делать с дальнейшими процессами, где вот эти социальные нормы, а мы точно и не просрали их все за это время. Ну, ты просто очень грамотно ставишь вопрос, на самом деле, подойти к маме, которая бьет своего ребенка, и спросить, а у вас все хорошо? Это может очень прокачанный человек, потому что просто человек неравнодушный подойдет и скажет, а что вы бьете своего ребенка? Перестаньте бить своего ребенка. Да, к ней, но это как бы постановка вопроса, когда ты уже вторгаешься типа в менталитет, в личную жизнь другого человека. Ты стоишь совершенно с другой позиции. Это очень интересно. Я сейчас очень вообще горжусь тобой. Я подумала, поверь мне, неделю я думала над этим и сформулировала то, как это можно ответить. Эта неделя была прожита не зря. Как бы если говорить про какой-то социум, про нашу роль, ответственность в мире, в жизни, я действительно, я не знаю даже, ну, то есть это моя какая-то особенность, безусловно, то есть я не могу ее перевести ни в какое-то положительное качество или в отрицательное качество, можно с разных сторон ее, наверное, посмотреть. Да, мне, конечно, было все время не все равно, что происходит вокруг меня, и более того, я тут недавно искала там какой-то документ у себя на компе и нашла бумажку, в которой, кстати, ты тоже участвовала. Года 4 назад я собирала про себя фидбэк, условно, от людей, спрашивала, что они считают самым сильным моим качеством, какую работу бы они мне поручили, чему бы они хотели у меня научиться. И что-то, честно говоря, на 20 страниц мне там человек 40 написало, и я так это, в общем, засела за это и подумала, что даже вспомнила какую-то ситуацию, которую давно забыла. Что мне моя сестра упомянула, что была когда-то, я не знаю, может быть, 10-15 лет назад история, в которой на остановке какой-то чувак пытался развести пожилую женщину, продавая ей какую-то хрень, типа а-ля под лотерейным билетом, но на самом деле это было не это, я это увидела, подошла, сказала, ничего не покупайте, вас разводят, получила по лицу. Да ладно? Вот, да, ну просто я про это забыла. Но выяснилось, что у меня таких ситуаций было действительно множество большое, и это меня не меняло. Несмотря на то, что мне давали и по мордасам, и были конфликты, и все остальное, я продолжаю участвовать в социуме. Но при этом я думаю, что это просто то, как меня воспитали. У меня бабушка была такой, которая активно участвовала в социальной жизни, и это было абсолютнейшей нормой в Советском Союзе. Общинность и поддержка – это были вещи, без которых ты просто тупо не выживешь. Без сообщества было невозможно выжить, потому что у тебя нету никаких там, я не знаю, сервисов доставки. Там, если ты хочешь соль или попросить молока, ты не можешь позвонить, ну или там как бы использовать приложение, тебе все привезут, тебе нужно с кем-то пойти условно договориться об этом. И вся эта система заставляла людей, по сути, постоянно выстраивать отношения. И невозможно было представить, что человек упадет на улице, и мимо него пройдут люди. Этого не было раньше в стране.
Сейчас это стало нормой, и это, например, очень сильно бросается после того, как поживешь немножко в Ереване. То есть Ереван, понятно, маленькая деревня, там сколько, по-моему, во всей Армении живет 2 миллиона человек. 3 миллиона живет за пределами Армении. Как бы это нация, которая подвергалась геноциду, и это очень много изменило в их сознании. То есть это супер дружная нация, которая становится горой друг за друга. Армянская диаспора — это такая же еврейская диаспора, в которой каждый реально поможет другому. И это уже вшито в ДНК. То есть мы просто видели несколько случаев, потому что ты из России, ты это сразу раз и вычисляешь, что это не похоже на твою привычную картинку. Первая история. Полицейские, переводящие бабушек через дорогу. Как бы норма жизни. Второе. Мы когда приехали в марте, было холодновато, и у нас напротив дома стоит остановка автобусная, и там просто спал какой-то человек. Там вообще, кстати, нет как будто бы не бедных, а бомжей и бездомных. Там, в общем, как-то спал человек. И это было холодно, он мог там замерзнуть. Проезжала мимо скорая помощь. Увидела чувака, развернулась, остановилась, чувака подобрали. Третья история, которую мы тоже наблюдали, что тоже редкость, говорят, что там не воруют, но, судя по всему, все-таки бывает. В общем, ситуация. Кричит женщина, непонятно, она кричит на армянском, мы не понимаем, что происходит, но как бы она что-то кричит, хватается за сердце, потрясает условно там куда-то на ту сторону дороги рукой. Люди просто, представьте себе, вот как бы дорога, машины ездят по обеим сторонам, люди просто куда-то идут. Крик человека, и моментально люди разделяются как бы на две группы. Мужчины начинают бежать за чуваком, на которого показывает как бы рукой эта женщина, догоняют его, а женщины сажают эту женщину на скамеечку, дают воды и успокаивают. То есть система пришла в движение. Чувака догнали, что-то там ему накостыляли, забрали вещи, вернули, и потом дальше каждый продолжил как бы свой путь. Класс. Когда мне рассказывали, как у них происходила революция роз, которая в 2018 году у них случилась, что куча людей из разных других стран мира приехали в Армению для того, чтобы сделать революцию, которая вообще там без агрессии, без всего произошла, что куча людей, которые живут вне страны, постоянно возвращаются и пытаются построить что-то внутри страны, чтобы это все отдавать дань месту, в котором они родились. То есть у них там столько социальных инициатив и столько вещей, которые учат тебя тому, что вы все связаны, вы не существуете по отдельности, вы есть единое вот это вот социальный организм. Это некая повестка, которую государство проводит, или это просто культура, которая установлена самими людьми? Потому что у них такое воспитание, которое передается из поколения в поколение. То есть какую роль здесь играет государство? По моим ощущениям, это, конечно, не в смысле государственная политика, и типа вам сверху это что-то там пропагандирует, это идет изнутри, и как бы через семьи. И вот я, например, набила татуировку «Савет Танем», что означает «я возьму твою боль», что тоже много говорит, в принципе, о мышлении как бы нации. То есть у них какие-то фразы, которых у нас, например, ну как бы нет, да, язык это определяет. То есть у меня подружка начала учить армянский язык, я сейчас не вспомню, как это слово называется, но она говорит, вот прикольно, говорит, у нас слово «работать» от слова «раб», а у них слово «работать» от слова «творчество». И очень много таких вещей, да, как бы, то есть, в принципе, когда ты начинаешь отъезжать немножко от своей классической какой-то места, где ты живешь, там очень много чего можно найти от того, насколько разные люди и чего они пропагандируют. Но глобально вот эта связанность, она прям бросается в глаза. Армяне оказались супер теплыми, очень желающими тебе добра, то есть ты даже к этому не готов. Они иногда даже излишне лезут с помощью и объятиями, что русскому человеку это too much. Слушайте, а вы вообще гордитесь, я задумалась над этим вопросом в последнее время, тем, что вы русская? Вы кому-нибудь когда-нибудь, Жиля, рассказывали про русских с гордостью? Ну вот я слышу просто про армян, ты это рассказываешь с удовольствием. Я тебе так скажу, мне всегда очень нравилось, я очень гордилась тем, что я была русской. Ну, раньше. Сейчас я не знаю, честно, потому что раньше мне казалось, что я очень чувствую связь с землей и с культурой, которая здесь есть. Когда я читаю Чехова, я понимаю, что как бы, ну, я как бы родилась в этих книжках вообще. И вот это наследие, которое у нас есть, великое. При этом у меня есть лучшая подружка, она совершенно не ассоциирует себя с русским народом и вообще с Россией. Она, естественно, там в первые же дни марта она как бы свистнула из России. У нас с ней как-то был очень долгий разговор на эту тему. Она говорит, а ты говоришь, что ты гордишься быть русской, но ассоциируешь ли ты себя типа со своим народом, со своим братским народом, как бы ты вот со своим народом чувствуешь братство вообще с русскими людьми. И я понимаю, что, во-первых, я не знаю свой народ, я знаю очень узкую как бы прослойку своего народа, которые действительно являются людьми одной ментальности со мной.
И я не знаю, могу ли я ассоциировать себя с этим народом. Поэтому это еще открытый вопрос для меня. Мне точно нравится иметь русское наследие в своей ментальности, ну и вообще в своей идентичности. Как бы я точно знаю, что то, что я русская, то, как я мыслю. Мне нравится то, как я мыслю, потому что я русская. То, из чего я состою, как вот эта вся культура, это все мне не безразлично. Но именно текущее состояние, конечно, вопрос для меня еще открытый очень. Да, я здесь быстро вставлю еще, что на 147, по-моему, народностей, нет, на 147 миллионов, а народностей не Ну да, я могу понимаю ответить. тебя. Ну, то есть и ты, и бурят, и татарин, все русские, и дагестанец тоже русский. Не, они все россияне все-таки, они русские. Россияне, давай. да. Ну да, тогда совсем сложно становится. Вот, да, и я на самом деле тоже, когда Аня говорила, я думала о том, мы вчера тоже с моим бойфрендом разговаривали, и я говорю, мне всегда было очень интересно, почему люди из малых городов, у них нету стремления к чему-то большему. Даже если мы не говорим о том, чтобы там переехать в более большой город и сделать себе карьеру, но просто, как минимум, будучи, живя в своем маленьком городе, обустроить себе классный, комфортный быт, где ты живешь как бы не в говне и ходишь в туалет в дырку в полу, действительно хотя бы строишь себе достойный дом, готовишь себе достойную еду, и вот как ты живешь качественно. И он мне сказал вещи, которые я не задумывалась о том, что, конечно, задумывалась, просто не проговаривала себе то, что никто этим людям не показывал, как это. Никто их не воспитывал. Никто им не показывал, как готовить как бы вкусную еду из того, что у них есть. Никто им не показывал, как можно жить чисто, аккуратно, удобно, комфортно. И вообще в целом есть ощущение от русского народа каких-то брошенок. Ну, как будто не занимались ими очень долго, и вот эта вот вся необустроенность быта, которая, ну, или даже не быта, а жизни в целом, ну, просто не занимались, как бы у государства были гораздо... Я поэтому спросила про то, типа, как бы это государство или это культура, в принципе, изнутри, потому что... Там нет такого разделения, мне кажется, даже. Может как вот быть, у нас да. это разделяется. Народ отдельно, типа, правительство отдельно. Так получилось, что, типа, народ отдельно, им как бы никто не занимается, денег у него нету, никто в него ничего не вкладывает, никаких возможностей не дает. Клево, когда появляются какие-то частные инициативы, которые готовы развивать что-то, создавать в регионах какие-то классные вещи, которые будут образовывать там, да, и давать какой-то другой уровень жизни. Но это все равно стремление людей, которые уже с другим взглядом на мир. А в целом, как бы, если говорить вот про тот народ, наверное, я себя с ним не ассоциирую даже. Я хочу сказать о том, что, мне кажется, по крайней мере, я такое словила и слышала от многих людей, которые, собственно, тоже там живут не в России, что ты очень хорошо понимаешь, насколько в тебе много русского и насколько для тебя это ценно, когда ты отсюда уезжаешь. Потому что когда ты в своей среде, то это не очень заметно. У тебя все такие как будто бы не одинаковые, ну типа мы все с одним контекстом. А когда ты уезжаешь и видишь другой контекст, ты понимаешь, что вот это, ага. То есть это вообще, кстати, очень крутая практика. Я, по-моему, уже как-то говорила, что меня вот вдохновляет эта фраза моей знакомой, которая лет 10 назад уехала в Калифорнию. И она сказала, она давала интервью Афише когда-то, поэтому я прочитала эти слова. Она сказала, что когда ты понимаешь, что ты никому не нужен, ты начинаешь быть нужен самому себе. Что переезд, любая там эмиграция, неважно, любая смена контекста – это лучшая психотерапия. Потому что ты выпадаешь из своей как бы среды, и потом ты начинаешь понимать, так как она была целиковая, то ты не чувствовал, что вот это важно, потому что ты каждый день в этом. Не чувствовала недостаточности. Да. А потом, когда бац, ты в другом как бы контексте, и ты такой понимаешь, о, ёкаламэне, это оказывается, вот это было для меня важно. Вот такие разговоры, такой контакт, возможность пошутить на какую-то тему, и все поймут, например, а здесь тебя никто не поймет, потому что он в другом там типа контексте. И Армения в этом плане это не самое страшное место, потому что там все-таки очень много, и мало того, что на русском языке многие понимают, и так далее. Вот, ну, в общем, ассоциировать себя с русским народом или как-то гордиться русским народом, мне вот кажется, что у меня в голове просто нет такой концепции. Я про людей. То есть у меня есть конкретные люди, которые мне кажутся офигенными, мне кажутся классными некоторые практики, которые у нас есть. Я люблю культуру русскую, литературу, там, балет, театр. То есть какие-то вещи, они, конечно, супер круто в нас проявлены, как в нации. И той глубины вот этой вот... То есть я обычно говорю об этом как о том, что у нас на уровне культуры и постоянной практики есть такое понятие, как дружба, да? То есть мы в это вкладываем. Для нас вообще в России друзья
– это практически выбранная самостоятельная семья. То есть семью ты не выбираешь, но сознательно ты можешь вот эту семью себе создать. И это мне не с чем сравнивать, безусловно. Предполагаю, что в Латинской Америке, возможно, что-то похожее там и так далее, но там условно я спрашиваю людей, которые живут долго в разных местах, там, что ни в Америке, ни в Европе ничего подобного нет. И русские, например, уезжая, особенно раньше, сейчас первая волна, одна из таких волн иммиграции, когда русские не хотят отнимать у себя русскость. Они не хотят приехать куда-то и отказаться там от того, что они русские. Они сейчас, наоборот, хотят соединиться и оставаться русскими. Условно, мир не очень сейчас понятно, как он будет к нам всем относиться. Может быть, по этой причине люди хотят держаться вместе, потому что раньше тебе интегрироваться было сильно проще, да, у тебя не было такого сложного отношения к нам как нации. Поэтому сейчас, чем больше твоя тусовка, тем как будто бы ты сильнее, и хочется держаться друг друга. Я еще, пока ты говорила, вспомнила Бродского, который говорил о том, что вообще такие большие абстрактные конструкции, как национальность или политическая принадлежность, они замещают в тебе свою собственную идентичность. И типа первопричинно определить, какой-то... Говно ли я? Это Довлатов. Мы недавно с подружкой выяснили, что у Довлатова и Бродского есть очень две одинаковые, похожие цитаты, только Довлатов говорит, нужно задавать себе вопрос, не говно ли я, а Бродский говорит, что, нужно себя спрашивать, я какой человек, хороший, добрый, честный с женщинами, вот это вот все. Поэтому вопрос русской идентичности, особенно когда он настолько сложный в текущей реалии, да хрен знает, действительно, ты очень хорошо сформулировала, что действительно есть очень большая эмоциональная связь с той культурой, с той культурой, которая стала основой воспитания во многом. Но именно такая вот большая абстрактность, как русскость, я даже не знаю, что она из себя сейчас представляет, если честно. Потому что я всегда думала, что это что-то одно, а оказалось, что это в том числе и такие события, как там Буча и все. Это же тоже русская идентичность получается. Да. Это та мысль, которую я топлю, о том, что нужно принять в себе... Абьюзера. Да. То есть любые события, если у тебя есть эта связка, в чем сложность, в чем кризис идентичности, как так получается? Хотелось бы немцам задать этот вопрос, приняли ли они в себя абьюзера, и как они много книг об этом написано, и это, о чем говорит Стася, наша любимая Стася, всем знакомая, это шанс на то, чтобы пережить травмы, оставшиеся после Второй мировой войны, найти в себе агрессора и так далее. Моя точка зрения на этот счет следующая. Может быть, это не точка зрения, так я чувствую. Я вообще в последнее, кстати, время стала часто валить все на чувства, потому что я не всегда могу это реально мозгом обосновать, почему так, а не иначе. Я поняла, что вообще у меня там нет разделения очень часто на мужчин и женщин, да, то есть в плане... Нет, я понимаю, что это мужчина, а это женщина. То есть, но для меня это все равно какой-то такой конструкт с душой. Я могу оценить душу, интеллектуальность, красивое тело и так далее и тому подобное, но главное, что для меня это в первую очередь личность. Вот я также, по сути, отношусь и к нациям. То есть я сейчас много читаю и очень заинтересовалась еще раз вообще всем тем, что происходило вообще в России 100 лет назад, в течение последних 100 лет. И, может быть, даже закопаюсь и дальше. Но вот этот пресловутый русский народ глазами Тарковского, глазами других режиссеров, то есть ее невозможно как будто бы описать каким-то единым определением, потому что можно легко сказать, вот есть простые, ничего не хотящие люди, которые не хотят выбираться из бараков из своих, или из деревень, или из плохих условий, или не хотят, или в позиции жертвы находятся, или пассивны, но при этом эти люди могут удивить в плане того, что там нет такого, что ты такой весь развитый, и поэтому у тебя еще и внутри все классное, то есть ты на классной работе, знаешь кучу языков, классно одеваешься, меняешь свою жизнь, но ты при этом можешь быть вообще недобрым и не глубоким человеком на самом деле. То есть интеллектуальное развитие не означает, что у тебя все остальные, по всем остальным каналам также прокачанные вещи. И иногда ты можешь такую мудрость услышать от людей, которые вообще телевизор отродясь условно не видели, потому что они вообще через другое что-то понимают мир. И поэтому многие наши поэты и писатели, и режиссеры уезжали в глубинку, наоборот, потому что там можно найти что-то, что будет вот как алмаз, как золото, то, что ты в большом современном мегаполисе просто не в состоянии найти, потому что у тебя совсем другие отношения с реальностью здесь. Сейчас это обострилось, кстати. То есть раньше я могла как-то интеллектуально как будто бы выбирать, то сейчас у меня возможно, чуйка усилилась как-то, и я прям чувствую людей, с которыми мне хочется
сложно сейчас общаться, то есть прям с кем ты подпитываешься, обмениваешься, не в смысле, что ты там пользуешься человеком, там подпитался, а у вас есть вот этот вот контакт, в котором вы оба входите в какое-то особое состояние и чувствуете, что вы на одной волне, и вы видите условно как бы душу друг друга. Не знаю, как это объяснить. Ну, как будто это вот то самое, что приходится отвечать на жизненные вопросы до боли всерьез. Но просто правда, как будто то, что с нами случилось, очень вымыло ту легкость, которая была. Я когда оглядывалась еще пару месяцев назад, еще как бы на время до событий, мне казалось, что можно было быть в поиске чего-то абстрактного. И это можно было позволить себе. Ну, не ставить, типа, точных целей, не идти конкретным путем. Можно было порхать как бы как бабочка и зарабатывать нормальные деньги, как бы иметь достаточно насыщенную жизнь и не простраивать себе какой-то образ будущего, потому что было плюс-минус понятно, что такой образ жизни ты можешь поддерживать, и в нем комфортно, классно, и он может тебя продвигать там дальше куда-то. А сейчас уже вот пришлось какие-то более точные цели ставить. Слушай, ну, возможно, это же... Ты сейчас вообще про весь мир говоришь или конкретно про нашу страну? Я конкретно про нас говорю. Блин, мир, конечно, тоже интересно. Во-первых, говорят же о том, что нарастает обострение геополитических разных конфликтов. Ну и потом мне очень интересно наблюдать за тем, как конфликт российский, точно так же, как и ковид пару лет назад, вскрывает несовершенность системы на конкретных примерах, потому что начался дискурс о том, что а почему там беженцев из арабских стран, из Ближнего Востока не принимают так, как украинцев. А почему как бы Америку не канцелят также за, в принципе, абсолютно аналогичную агрессию по отношению там, к Вьетнаму, Афганистану, Ираку и другим странам? Почему Британию за колониализм не канцелят? Почему? Это вот как так получилось, что все вроде топили за равенство, а все равно получилось, что одни лучше других? Может быть, потому что это история, которая не сейчас случилась, 50-70 лет назад еще допустимо, вот эти все. Хотя, конечно, если про Америку брать, то последние войны не так, чтобы сильно давно. Возможно, опять же, как бы я, конечно, не геополитик, но почему так много, что мы сейчас, по сути, находимся в первой такой ситуации, в которой есть очень большое количество источников информации, и ты практически под микроскопом можешь все разглядывать. Как бы у тебя очень много точек зрения, ты можешь до них всех добраться, потому что еще 10 лет назад у тебя такой опции не было. Не было такого разлета соцсетей, ты не мог один и тот же кадр, не знаю, одну и ту же ситуацию увидеть с 10 как бы объективов и с разных оценок. Это, конечно, взрывает мозг. Это взрывает мозг, и это убивает вообще, а что было реальным на самом деле. И вот этот мир постправды мне очень нравится. Мы вот когда с вами сидели, я вам говорила, мир постправды, он интересен тем, что ложь становится разновидностью правды. Это, по-моему, цитата Гройсмана Бориса, который там писал большую статью про правду. Блин, это реально свойство нашего мира, что ты можешь выдать ложь за правду и жить постоянно вот этой ложью. И возвращаясь, как бы мы зациклили наш эпизод, возвращаясь к Ане Делби, которая тоже выдавала ложь за правду, она становилась правдой на какой-то промежуток времени, и поэтому удавалось. Это же получается, что мы все время в баблах живем, нету вообще как бы точек опоры, а что, ну, как бы экономика это... Да, это, типа экономика это тоже бабл получается, криптовалюта это тоже бабл, и в любой момент это может лопнуть, когда один человек перестанет в это верить. И до одного человека, который перестал в это верить, который вывел свои деньги, который решил достать оружие или который решил применить насилие, потому что этика тоже может оказаться баблом. Достаточно для того, чтобы все разрушилось. Суть в том, что как будто бы вот система распространения информации – это самое главное оружие, по сути, да? То есть, если условно 50 лет назад в России была одна газета «Правда», и я вот сейчас читаю Алексеевич, Светлану Алексеевич, которую, знаешь, такую, она получила Нобелевскую премию за свои документальные произведения. Она пишет такие истории. То есть ее книги – это набор историй разных людей. У нее есть книга «У войны не женское лицо» про Вторую мировую. Вот она написала книгу про Чеченскую войну, про Афганистан. И вот одна из ее книжек – это про как раз развал империи, скажем так. То есть 90-е годы, развал Советского Союза. И там очень много историй. Они не только про 90-е, они касаются там иногда 70-х, 50-х, потому что люди разного возраста рассказывают о том, в чем они жили. Там, во-первых, осознаешь, что русскому народу там, или российскому народу просто каждые 30 лет прилетает что-нибудь. Когда ты в это все глядишь, смотришь. Я, честно говоря, даже не всегда могу объяснить, как так получилось, что у нас было вот эти, ну, условно, 20 лет достаточно кайфовой жизни. Как так случилось? Потому что мы все время как будто бы по кругу ходим, сами себя уничтожаем, потом восстанавливаем, потом опять уничтожаем. И я понимаю, что людям в 90-е годы досталось сильно хуже, ну, как бы сильно мощнее, чем нам, просто потому что им пришлось столкнуться с тем, что у тебя сначала была одна правда,
И она была, например, торговля зло, за это сажали, про деньги никто не думал, есть только идеалы, идеи, там, марксизм, ленинизм. Средств нет, идеи наследуем. Да, книги самое важное. Важно не то, во что ты одет, а что у тебя внутри, как ты можешь рассказывать, какая у тебя душа, откуда вот эта вот вся тоже история. Возможно, мы стали еще больше теми, кем мы стали, вот этими чувствующими, думающими людьми, потому что просто нам надо было где-то хотя бы найти место, в котором развиваться. У тебя там все одинаковое, все стандартное, как выразиться? Сейчас через одежду можно выразиться, там, через тачку, а тогда как бы что, у тебя все очень стандартизированное. И там люди рассказывают о том, какой у них произошел просто слом системы, когда ты реально вынужден, вдруг ты оказался в стране, которая в дикий капитализм. Люди, которые условно были семьянинами, там, инженерами, полстраны было инженерами, вдруг это перестало существовать. Всем нужно срочно становиться челноками. Книги никому не нужны. Если раньше ты стоял в них, выписывал в очередь десятилетиями, тут их никто не берет. Из черного в белое, с ног на голову это все перевернулось, и очень большое количество людей не справилось с этим мыслительным упражнением, по большому счету. Они не смогли себя найти в новой реальности. В тот момент было очень много и самоубийств, и просто смертей, потому что у людей там сердечные приступы, сходили с ума там, и так далее, потому что ты просто не мог уместить этот новый расширившийся мир в ту парадигму, в которой ты находился. Что когда Советский Союз рухнул. Да, когда у тебя была одна правда, а тут бац, и много правд. Вот нам сейчас чуть полегче, потому что у нас все-таки мы уже чуть-чуть привыкли к тому, что существуют разные точки зрения про разные вещи. Просто у нас никогда не было такого болезненного вопроса, в котором мы сейчас находимся, и ты осознаешь, насколько это все по-разному. А там люди, например, были в ситуации, когда они раньше читали газету, правда, и понимали, как нужно относиться к тому или к другому. И это было очень просто. Это простое упражнение. Тебе не надо от себя вообще внутрь туда искать сложные ответы на сложные вопросы. Вообще не надо. Ты прочитал, посмотрел газету, посмотрел телевизор, послушал радио, ты знаешь, что такое хорошо и что такое плохо. Очень легкий мир. Это тоже ты сама себе чуть противоречишь, потому что ты говоришь, что нужно было как-то самовыражаться, поэтому мы стали как бы духовно или там как-то интеллектуально прокачанными. Вот, а с другой стороны есть газета «Правда». Не знаю, все равно просто есть... духовно прокачанные... Я согласна с тем, что в этом есть определенные противоречия. И я думаю, прокачивали себя не все, короче. И это тоже. И я думаю, что эти противоречия глобально в нас они и есть. Что, с одной стороны, у нас может быть очень такая как бы пассивная позиция в отношении того, что мы на что-то не влияем, там, или как бы мы не можем свою позицию определить, и одновременно с этим очень богатая какая-то глубокая душа. То есть это история про отношение к государству или твоя гражданская позиция какая-то, да, и другое дело творчество, душевные разговоры за жизнь, за спасение мира на кухне. То есть как бы это какие-то как будто бы разные участки и души, и мозга за это отвечают. И опять же ты это можешь понять, вот почему сейчас говорят, что нам нужно осознать свою вину, да, вот за происходящее. И русские многие говорят, я вообще здесь не при делах. Вину просят осознать те, кто находится в западной парадигме, потому что там эти вещи неразрывно связаны. Там как бы нет вот этого разрыва, что ты гражданин, у тебя есть гражданские права, это твоя ответственность со стороны, то есть у тебя есть договор между тобой и правительством условно. Ты выполняешь свою часть сделки, правительство свою часть сделки. И, соответственно, здесь обе стороны взаимодействуют друг с другом. И как бы у тебя людям на Западе непонятно, как мы не можем повлиять сейчас на ситуацию. И я понимаю, да, я на самом деле даже сегодня вот ехала пока на запись, думала об этом феномене вины снова, хотя я не думала о нем очень много месяцев, вот там с марта, наверное, как все началось, и все как бы начали посыпать голову пеплом, и потом это как-то закончилось, и я перестала об этом размышлять. И я сейчас подумала, что вина, во-первых, это социальное чувство, которая как бы тебе глобально, тебе говорят, что ты здесь не прав, поэтому ты должен чувствовать себя виноватым. Ты сам по себе не можешь как бы решить, что ты можешь, но это все равно как бы чей-то мячик ты отбил этим чувством. И мне кажется, что вину чувствовать проще, чем то, что скрывается за виной. Можно объяснить себе, что я чувствую вину. И когда закончится то, что должно закончиться, я перестану чувствовать вину. Или я сделаю донат Украине, и я перестану чувствовать вину, потому что я что-то сделаю, чтобы себя извинить, чтобы снять с себя вину. На самом деле, мои, например, чувства, они чуть сложнее, и я не понимаю, как из них выходить, потому что нету таких простых способов, как задонатить или там посмотреть новости и прочитать, что все закончилось. Я чувствую фрустрацию, я чувствую ностальгию и расстройство по утрате как бы, да, предыдущего мира. Я не понимаю, как из этой фрустрации выходить, потому что, как бы, очевидно, нужно простраивать какие-то новые цели, простраивать их пока еще сложновато. И вот, в общем, это более сложно сочиненные эмоции, с которыми сложнее справляться на самом
деле. И поэтому, мне кажется, что это очень интересный поинт. Я не думала об этом, что это так может быть объяснено. Но я думаю, что именно массовое чувство вины, оно все-таки вызвано тем, что вину чувствовать проще, чем разобраться в том, что стоит за виной на самом деле. Возможно. Я вообще слово «вина» здесь как будто бы, оно тоже не очень как будто бы корректно. И стыд вот этот вот да, бесконечный. мне кажется, про ответственность. Это вообще хорошая тема. Я бы про это тоже поговорила, про то, что такое вообще ответственность, как мы ее считываем и во что она выливается. Потому что очень часто сталкиваюсь с тем, что вот эти есть ментальные ловушки, что ты вроде как бы говоришь слова, и ты 10 лет назад тебе в этом слове ты вот это вкладывал, а сейчас ты вкладываешь это. И ты понимаешь, насколько ты был 10 лет назад вообще не про это. Та же слово «ответственность». То есть можно чувствовать, что ты супер ответственный. Это вообще все на кончиках пальцев, да, потому что нету четкого определения, что есть то или другое. Ты просто либо чувствуешь, и тебе не нужно ничего объяснять. Как бы люди одинаково чувствуют. Как только ты лезешь в объяснение, то это говорит о том, что, скорее всего, это ничем не закончится, потому что словами таких вещей объяснить нельзя. Я напоследок расскажу одну историю, которая мне показалась очень интересной. Я в начале зимы, когда вот только наступил Новый год, я сходила на выставку в Музее Востока «Русские в эмиграции в Стамбуле». И я узнала то, чего я никогда не знала, что, оказывается, когда случилась революция, когда пала, собственно, Российская империя и приходил Советский Союз, советская власть, вся интеллигенция и аристократия эмигрировала в Стамбул. Я этого вообще не знала, это удивительный как бы матч с тем, что происходит сейчас. И так как русские привезли в ультрамусульманскую на тот момент страну совершенно другую моду, культуру еды, культуру развлечений, вот это все. И та аристократия, у которой были средства, начали там открывать кафе, рестораны и какие-то увеселительные заведения. Очень во многом те модные районы, которые есть в Стамбуле сегодня, это то, что было тогда основано русскими век назад. И там, условно, Веретинский выступал, Дягилев тоже занимался какими-то постановками. И я, когда вот сейчас первый поток иммиграции начался, вспомнила про эту историю. И, конечно, удивительно, как это вообще засинхронилось век спустя. И я помню, я стояла, читала это описание, вот эту историю, как описание к выставке. И я переговаривала со своим другом, говорю, как это удивительно и интересно, что они как бы смогли себя найти в этой эмиграции. И рядом со мной стояла женщина, она говорит, это вообще как бы не здорово, это была великая трагедия. Я на тот момент не стала вступать с ней в полемику, но когда действительно сейчас все друзья начали уезжать в Стамбул, я поняла, что это за великая трагедия была. Великая трагедия для кого? Для русских или для Стамбула? Для русских, для них, потому что потеря родины. Конечно, слушай, но при этом, мне кажется, что когда ты эту родину теряешь, условно, во-первых, ты ее не можешь потерять как бы в душе, но ты ее как раз в душе очень сильно приобретаешь. То есть ее, когда ты находишься здесь, ты это не ценишь, потому что это как бы как с друзьями. Надо потерять что-то для того, чтобы начать это ценить. И, соответственно, я не говорю, что это как бы классная вещь, так как я, видишь, исповедую тантру и стараюсь работать с тем, что есть, я просто понимаю, что нужно из всего опыта, в который мы попадаем, находить вот эти зерна того, что можно интегрировать и стать там, лучше, глубже, и как бы осознать что-то, для чего тебе это. Вот сейчас, условно, действительно вся эта ситуация помогает нам осознать, что нам ценно, важно, из чего мы состоим. И это как бы круто. Напоследок тоже скажу одну вещь. Тоже подружка поделилась, что она читала книгу, и там герой собирается уехать, тоже мигрировать из страны. Это книжка, не имеющая отношения к сегодняшнему времени. И там человек разговаривает с другом, и тот ему говорит, слушай, а если вдруг тебе не понравится? Как вдруг там не то, что ты думаешь? Он сказал, тогда я вернусь. Но я вернусь туда, куда я захотел вернуться, а не остался там, где я просто всегда жил. Это просто кардинальная разница. Им есть ощущение, что даже те, кто этот круг совершил, уехал, потом понял что-то про себя и вернулся, они вернулись уже совсем в другое представление о том, куда они вернулись. И это супер важная метафора. Как бы для меня это тоже история, может быть, даже в поисках родины, да, этот как бы отъезд от родины, то есть это нелинейное решение для того, чтобы осознать, кто ты, из чего ты состоишь, что тебе важно и с кем ты хочешь находиться, и за что бороться. Спасибо, что были с нами. Это подкаст «Радио Аня», и мы возвращаемся в новый мир с новым сезоном.